Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня я хочу продолжить тему лечения опорно-двигательного аппарата. У меня очень много видео есть снятых про остеохондроз. Ссылочку на них я дам в описании. Это и лечение сабельником, и Адамов корень, и головные боли при лечении шейного остеохондроза. Ну а сегодня мы начнем, так как говорится, именно по нашему секрету долголетия, именно с опорно-двигательного аппарата, именно остеохондроза позвоночника. Пока я буду зачитывать, вы, мои родные, быстренько подпишитесь на канал, поставьте, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео, а также нажмите лайк или дизлайк, кому как нравится. Оставляем комментарий. Если какие-то есть вопросы по народной медицине, я с удовольствием отвечу на них, сниму видео. Ну и еще огромнейшая просьба. Если видео вы посчитаете полезным и нужным, поделитесь ним со своими друзьями в соцсетях. Вам это не сложно, а людям может помочь. И поможет, конечно же, моему каналу. Итак, я приступаю. Остеохондроз позвоночника. Возрастные нарушения позвоночника у лиц старше 60 лет являются в 95%. При нагрузке, травмах и микротравмах происходят патологические изменения в фиброзном кольце и гиалиновых пластинках диска. Хрящевые пластинка деформируется, пропитывается солями, в результате чего нарушается подвижность позвонков относительно друг друга. Развиваются краевые костные разрастания тел позвоночника. В зависимости от степени поражения различных отделов позвоночника различают остеохондроз шейного, грудного и поясничных отделов. Для остеохондроза шейного отдела характерны боли задней поверхности шеи, скованность движений плеча, руки, шум в ушах, головокружение. Отмечаются тупые и острые боли по утрам и ночам, которые часто усиливаются при кашле и чихании. При шейном остеохондрозе может появиться онемение рук, ползание мурашек, цианотичность и бледность рук, ломкость ногтей и так далее. Часто больные испытывают болевые ощущения в области плечевого сустава и предплечья, отдача в шею и руку, которые усиливаются при отведении рук и закладывании их за спину. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника отмечается боль в области измененного диска с различными чувствительными и двигательными нарушениями в сферах ущемления соответствующих корешков. Иногда могут появляться боли в области внутренних органов, боли в животе, в области сердца, печени. Нередко наблюдаются упорные запоры, постоянная изжога при нормальном желудке. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника проявляется болезненностью в области поясницы, усиливающейся в положении сидя при движении и физической нагрузке. Часто больные жалуются на ощущение холода и онемения нижних конечностей. При запущенных формах остеохондроза могут наблюдаться нарушения функции тазовых органов. При обострении остеохондроза
что в первые дни больному необходимо покой и правильное положение в постели. На боку, голова на подушке, плечо на матрасе. Желательно, чтобы постель была жесткой, без перин. На сетку кровати обязательно нужно положить доски или деревянный щит, чтобы тело больного не прогибалось. Ну, видите, у нас сейчас сеточных кроватей уже нет. Хорошее действие оказывает сухое тепло, массаж воротниковой зоны в области позвоночника, грязелечение. При остеохондрозе народная медицина предлагает следующие методы лечения. Перед началом лечения остеохондроза надо обязательно очистить организм и суставы от солей. Методов очищения организма от солей много, но можно начать со следующего. Процедуру повторять 4 раза в год. Первый и третий день 5 грамм лаврового листа залить 300 граммами кипяченой воды, настаивать в термосе 3 часа, пить каждый час маленькими глотками. Видео о лавровом листе у меня тоже имеется, и я обязательно оставлю ссылочку внизу в описании. Далее нам предлагают проводить очищение кишечника клизмами, но я считаю, это сейчас ну, нерентабельно. Лучше очистить организм при помощи народных средств и медикаментозных. Очищение организма, ссылочку я тоже оставлю в описании. Так, значит, после этого всего нам утром употреблять в пищу овощи и фрукты. Втирать в поясницу по одной чайной ложке скипидара, очищенного до тех пор, пока кожа не покраснеет. Затем обернутое в марлю тесто из ржаной муки приложить на 40-50 минут к больному месту. Покрыть пергаментной бумагой и толстым слоем ваты. Сверху повязать теплый платок. Такие компрессы делать через день, используя приготовленное тесто. Для улучшения жжения можно выпить для уменьшения жжения можно выпить 1 стакан молока с 1 чайной ложкой пищевой соды. Если появится ожог кожи, то лечение следует временно прекратить. Средство рекомендуется при остеохондрозе и хроническом ретикулите. Курс лечения 3-5 компрессов. Облить кипятком листья березы, наложить толстым слоем на воспаленное место, закрыть бумагой или клеенкой и тепло укутать. Свежие листья лопуха промыть водой, сухие обварить кипятком и приложить обратной стороной к больному месту. Затем накрыть компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой и слоем ваты. Корень хрена, он содержит жгучее эфирное масло. Натереть на терке, для уменьшения жжения добавить в тертый хрен сметану. Из кореней репейника сделать 10% настойку на водке. Применять для натираний и компрессов. По 1 килограмму березовой и осиновой коры добавить к 100 граммам дубовой коры и из полученной смеси приготовить крепкий отвар. Залить 5 литрами кипятка и 30 минут кипятить. Принимать по половине стакана 3 раза в день. Вначале возможно незначительное ухудшение общего состояния, потом заметное облегчение. Хорошо перемешать стакан сока черной редьки, полстакана меда, 2 столовые ложки уксуса и плотно закрыть смесь в стеклянной банке. Банку обернуть темной тканью или бумагой. Больные места нужно предварительно смазать растительным маслом во избежание ожогов. Потом сделать компресс из целебной смеси на 40 минут, не более. После этого тщательно
протереть больное место и на ночь тепло укутать. Курс лечения занимает 1,5–2 недели. Кстати, не все знают, что кожуру черной редьки удалять перед натиранием не стоит. Лучше ее старательно промыть и использовать. Она целебна. Промыть картофель и вместе с кожурой порезать на кусочки по 3–5 миллиметров толщиной. Чем мельче картофель, тем лучше. 1 килограмм картофеля засыпать в 3 литра кипяченой воды и варить 1 час на малом огне без соли. Порезать туда укроп, петрушку, кинзу, сельдерей и есть только это блюдо на 1, 2 и 3 в течение 10 дней. Ну, это нам предлагают такую вот диету. Через 10 дней боли утихнут. В 100 граммах уксусной эссенции опустить 2 яйца. Когда скорлупа растворится, пленку надо убрать, растереть яйца с 30 граммами сливочного масла и смешать с жидкостью. Полученным средством смазывать больные места. Сильными лечебными свойствами обладает мазь, которую готовят из свежего сливочного масла и березовых почек. Свежее деревенское масло положить в глиняный горшок слоями. На слой масла 1–1,5 сантиметра кладут слой березовых почек такой же толщины. Горшок должен быть заполнен почти доверху. Потом его ставят на сутки в хорошо протопленную русскую печку. Ну, сейчас с этим могут быть проблемы. Так что можно это приготовить в духовке при температуре 50–70 градусов. Выдержать в течение суток. Затем из протомившихся почек надо выжать масло и добавить в него 7–8 грамм истолченной в порошок камфоры. Мазь держать в холодильнике или погребе в посудине с плотно притертой крышкой. Растирать больные места перед сном. 1 столовую ложку цветов сирени настоять на 0,5 литрах водки. Использовать для компрессов. Помогает также и при ушибах и ранах. Так, в связи с избыточным образованием солей в суставах эффективным средством лечения является отвар корней моренной красильной, а также как можно частое применение зелени петрушки. При отложении солей пьют чай из листьев брусники. 1,5 стакана корней шиповника настаивают на 1,5 литра водки. Первые 3 дня лечения пьют по 1 столовой ложке настойки 3 раза в день. В последующие дни по 2 столовые ложки. Настой рекомендуется для отложения солей в суставах и суставного ревматизма. Ну и от себя здесь еще много рецептов. Но я, как говорится, видео и так уже у нас 13 минут. От себя еще добавлю. Очень хорошее средство. Многие из этих средств я уже пробовала. Но для себя я открыла сабельник болотный. У меня много видео о нем. Я обязательно оставлю ссылочки внизу в описании. Также Адамов корень помогает при этой болезни. Ссылочку на эти видео я тоже оставлю в описании. Ну и вот такое вот лечение. Дальше мы будем еще изучать народные средства по лечению и других болезней опорно-двигательного аппарата. Ну а сейчас, мои роднулечки, я, как всегда, прощаюсь с вами. Хочу напомнить. Кто еще не подписался, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также ставим лайки, дизлайки, пишем в комментариях, в которых хотим получить советы по
народной медицине. Ну и также огромнейшая просьба поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Эта информация может быть кому-то просто необходимой. Ну а я все-таки прощаюсь с вами. До новых встреч. Ваша Ирина.